Всем привет! Это небольшое видео по поводу установки и питания навигатора GPS Garmin Zuma, в данном случае модель 340 на Suzuki Burgman 2015 года. В данном случае мы имеем комплект из нескольких айтемов, которые были установлены. В данном случае идет крепление SVMatech на руль. Вот так вот она уходит под пластик. Также мы имеем скобу от Garmin и имеем USB выход от BikeMaster универсальный. Ну, для этого нам еще понадобится, собственно, сам навигатор Garmin Zuma. И в моем случае это был угловой USB кабель, USB на мини-USB, который я купил на Алиэкспрессе. Итак, для начала у нас идет установка. То есть мы поставили наше SVMatech крепление. Оно идет универсальное для многих типов устройств. Для навигаторов Garmin разных моделей, для навигаторов TomTom и, если не ошибаюсь, возможно, не для навигаторов, а для других универсальных устройств. В комплекте, собственно, идет чисто скоба, а в комплекте с кредлом, вот этим вот, идут болты. В данном случае именно эта скоба садится лишь на 2 болта, но тем не менее она садится очень крепко. Так, что я сделал потом? Потом мы ставим USB-шный BikeMaster девайс. Он у меня подключен напрямую к АКБ байка. И это подключение, оно идет вместе с предохранителем. Для того, чтобы подключить, нужно снять верхний пластик. И нужно разобрать всю морду мотоцикла. У Мика есть хорошие постеповые видео, как это сделать. То есть вам нужно будет полностью снять морду. И у меня провод идет через руль по правой стороне и подключен с внутренней стороны к аккумулятору, который находится в центральном бардачке. Вот здесь вот. В моем случае USB BikeMaster идет с разъемом SAE. Это универсальный разъем, который позволяет фактически разъединять сеть, в данном случае, точнее, отсоединять USB на ходу. Плюс, если это необходимо, покупается дополнительный юнит, и через вот этот вот разъем можно произвести зарядку разряженного аккумулятора мотоцикла. Юнит BikeMaster идет на отдельный болт на 3 мм. Я его посадил на 3-миллиметровый болт с гаечкой. Вот так вот. Собственно, почему сделано именно так? Дело в том, что USB, который постоянно подключен к аккумулятору, таким способом, он будет разряжать аккумулятор, даже если мотоцикл выключен. В моем случае, отсоединяя вот так вот цепь, аккумулятор не разряжается. Плюс идет
я рассчитываю на то, что то есть этот идет сетап именно для дальнобоев, а когда у меня не будет дальнобоев, я скорее всего поменяю вот этот кредл зума на что-то универсальное, наверное, на X Grip Mount, чтобы иметь возможность сюда ставить телефон и также его заряжать во время пути. Ну, это я еще буду думать. Теперь касаемо, собственно, зума. Это довольно-таки старый, ну, в моем случае старый GPS-навигатор. Это не последнего поколения, после него вышло, наверное, еще поколение 2. Тем не менее, он, по идее, должен. Ну и по тест-драйвам он все-таки исполняет свои обязанности. И, собственно, почему идет выбор GPS, а не выбор, к примеру, телефона, это за счет температурного режима. То есть у меня было такое, что когда я катался с телефоном в качестве GPS, подключенным к питанию при плюс 30 и выше, он просто через 15 минут отрубался. По поводу зума, что нам необходимо знать при установке? Нам нужно будет обязательно снять вот здесь резиновую заглушку. Это первый момент. Второй момент. Мы должны купить правосторонний мини-USB, и нам нужно будет его срезать. Сейчас я попытаюсь сфокусироваться. Срезать. Вот если сравнивать с оригиналом. Для чего это все делается? Это делается для того, чтобы зум вошел в кредл и при этом мог заряжаться. Потому что также существует еще два контакта для стандартных гарминовских зарядок именно под эту модель. То есть которые, по идее, должны plug-and-play работать с этим кредлом. Но засада в том, что, судя по отзывам владельцев именно этих зарядок на гарминовских навигаторах, то есть они от вибраций часто отказывают. То есть девайс просто перестает заряжаться. Это первый момент. А второй момент то, что второй момент то, что этот, то есть гарминовский юнит, который питается, то есть он вставляется вот, по-моему, вот то ли в эту площадку, то ли нет, все-таки вот в эту. Проблема в том, что он дает ток достаточный для поддержания заряда, но не заряжает девайс. Итак, давайте посмотрим, как это все работает. То есть мы вставляем наш скузьму. Вставляем наш мини-USB. Не знаю, видно или нет. То есть мы вставляем в пазы, когда мы защелкиваем. Так, защелкнули. У нас с вот этой стороны получается, что мини-USB провод идет вплотную. Мини-USB провод идет вплотную прям к кредл. То есть если не обтачивать, у вас просто не влезет. Ну, собственно, что мы дальше делаем? Дальше мы подключаем.
Подключаем к питанию USB. Открываем заглушку USB. Вуаля. И поднимаю. Как видите, идет зарядка даже при выключенном. Зарядка идет даже при выключенном питании. Молодцы. Ну вот, собственно говоря, вот так вот это все выглядит примерно со стороны водителя. В нашем случае зону можно поднимать, опускать, чтобы, ну, для более приемлемого угла зрения, но в любом случае он находится слишком низко на руле, так что, скорее всего, в первую очередь навигация идет с помощью голосовых команд от навигатора, либо через динамик, который достаточно громкий, в общем-то, чтобы расслышать на скорости до 100 км в час, либо через подключение по Bluetooth в гарнитуру в шлеме. Если нам, когда мы приезжаем, к примеру, на заправку, нам нужно все это отключить, все это дело очень быстро отключить, что делается? То есть раз, два. Ну и, к примеру, когда мы уже вышли в отель, в дальнобое, 3. Ну, вот как-то так. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оставите комментарий. Спасибо.